Погожий денек выдался. Вот лагерь мой. Дрова к вечернему костру просыхают на солнышке, гнилые пеньки. Они долго горят. Тут костровище прикрыто на всякий случай. Вот печь, рядом лопата стоит. Сейчас печь не работает. Я с утра себе сделал яйца вареные, картошку фри. Масла много, решил использовать. Но самое главное, просушиваю спальник, потому что его надо регулярно просушивать, чтобы он ни в коем случае не отсырел. Сейчас и ветерок, и солнечно, как раз хорошо для просушивания спальника. И сапоги тоже просушиваю, вкладыши, стельки. В общем, все надо сушить. Вот здесь вот лежу, отдыхаю, пью компот. Вот в этом сосуде компот, кружка стоит. А тут у меня заряжается оборудование. Сейчас со второй батареи телефон я снял. Вот, заряжается павербанк. Зарядился уже фонарь. Вот. Хорошо. И тут я сделал усовершенствование. Решил, почему не использовать столик? Все равно для другого я для чего его не использую. Так можно использовать, чтобы радио повыше поднять и антенну. ومع ذلك يعتقد مستشار محافظ البنك المركزي لوتشيان كرويتورو أن رومانيا قد تشهد في الفترة القادمة. Это румынское радио на арабском языке. Вообще удивительная вещь. Вот куда я антенну установил. Вот сюда. Вот болтается конец антенны. Закинул на ветку кирпич. Вот он кирпич. Нитка такая идет. Ну, это леска рыболовная, шнур. И туда. В результате антенна максимально высоко расположена. А тут я сделал такой вот фиксатор. Веревкой привязал, что если порывы ветра будут, дернет, чтобы радио не улетело со стола, то приемник упадет на грунт и разобьется. Вот, люблю я радио слушать, музыку особенно. Что они там говорят, я не понимаю. Что интересно, здесь мне удалось поймать FM-радио, радио Европа Плюс. Но невозможно слушать. Какие патологически жизнерадостные ведущие, постоянная реклама. Тут же на средних волнах никакой рекламы. И музыка такая спокойная. Атмосферная музыка. Размышляю, что готовить на обед.
Может, макароны опять сделать. Вчера делал вечером макароны. Сварил их, потом обжарил с луком. Вкуснота. Может, пойду заготовлю еще гнилушек, дров. А вот палатка. Тоже проветривается сейчас. Надо все просушивать, потому что дождливые были дни. Влажно. Вот так вот. Створка одна прибрана, и там тоже. Коврик такой преддверный. То есть, по сути, это, если так уж говорить, это мобильная дача. То есть набор снаряжения, позволяющий устроить дачу в любом месте. И жить с комфортом, с удовольствием. Вот 6 часов уже вечера, что-то холодно стало. Решил я печку затопить, да макароны сварить. Макароны не просто, а с луком. А лук пожарю во фритюре. Утром я сегодня делал картошку во фритюре. Картошку фри. И с яйцами ел ее вареными. Вкусно. Вот, и пока там печь разгорается, вода нагревается для макарон. Зачту список, чего я купил с собой из продуктов в магазине. Купил в Осташкове Магните. Зачту с ценами и количеством. Чек, правда, надо сказать, пострадал от воды немножко. Дождь был, отсырел он в кармане. Но что разгляжу, что смогу разглядеть. С собой сразу скажу, что я привез. Это сухофрукты, рис и приправы всякие. Перец черный, красный и так далее. А купила в основном продукты здесь. Итак, масло кукурузное 1 литр, 229,99. Лук репчатый, фасованный, по цене 69,50 на 119 рублей. Где-то,
чуть менее 2 килограмм. Картофель фасованный 2,4 килограмма. Цена его 81,99 на 196 рублей. Масло Брест-Литовск сладко-сливочное 82,5%. 180 грамм, бумажная упаковка. Одна упаковка стоит 149,99. Две упаковки. Пакет Майка Магнит 6,99. 3 штуки. Морковь мытая по цене 59,99. 0,838 килограмм на 50 рублей. Крупа гречневая, ядрица, быстро развариваемая. Что-то такое. 109 рублей 99. Все вот они эти 99. Кто это придумал? Этих менеджеров, не знаю, или кто это придумывает, эти 99. Надо по шапке ему давать. Короче, 109,99. Президент сыр плавленый сливочный 400 грамм. 289,99. Таких сыров 2. Соль поваренная пищевая йодированная 1 килограмм. 20 рублей 99 копеек. Чеснок. Цена непонятна, но что-то такое 0,396 килограмм на 142 рубля. Макароны щебекинские спагетти 450 грамм 79,99. Майонез. Брал в этот раз майонез. Майонез провансаль 109,99. Хлебцы бородинские. Щедрые. 39,99. Несколько штук на 119 рублей. Так. Козинак подсолнечный 50 грамм по цене 15,39. 3 штуки 46,17. Далее. Яйцо перепелиное 20 штук. Цена 109,99. Огурцы короткоплодные пупырчатые 0,742 килограмма 129 рублей. Так, цена 174,99. Это что такое? Хлеб знатный урожай. Что-то новый, не упакованный. 39,99. Это я вершу заправляю. Так, Хейнс соус соевый. Оригинальный 150 миллилитров. 209,99. Сахар, песок белый кристаллический фасованный 74,99. 2 штуки 149. Волжское утро. Волжанин яйцо куриное 111,99. 2 штуки на 223 рубля 98 копеек. Грибы шампиньоны 400 грамм 114 рублей 99 копеек одна штука. Игрушка приколыши 0 рублей. Скидка 49 рублей. Итог 3275,75. Тверская область, Осташковский район, город Осташков, Гвардейский проспект, дом 2, магазин Магнит Селигер. Вот такой вот чек. Вот что я взял из продуктов. Вполне пока хватает, нормально питаюсь. Масло пачка еще не начата. Это первую пачку масла сливочного еще не съел. Сыр еще плавленый осталась, коробочка. Я уже неделю тут. Что еще? Да и лук, и картошка, и морковь, все это еще есть. Рыбы в этот раз что-то плохо с рыбой. Поймал за все это время окуня и щуку на спиннинг. Ну и на вершу 8 этих красноперок, из которых 3 большие съел, остальные ставил на живца, на жерлицы. Ничего не поймал. Сегодня после еды, потом позже к вечеру поеду вершу проверю.
Заправлю туда еще хлеба, так тесто туда положил. Сделал тесто из муки. Странно, а мука там была? По-моему, была мука. Ну, в общем, мука еще есть. Мука пшеничная. Вот. Может, ее забыли пробить, вот интересно. Бывает такое. Чаще наоборот, но бывает и так. В общем, мука еще есть. Я вот делал из нее тесто, в эту вершу заправил. Ну, не знаю, что-то один раз вот на вершу попалась рыба. 8 рыб. А потом все, может, это все рыбы какие тут были? Все в эту вершу и зашли? Тоже не исключено. Но надеюсь, что все не так плохо. Так, как там водичка? Ну, еще не закипает, но уже скоро. Макароны я ломать не буду, а то, знаю, некоторые умельцы ломают макароны. Зачем? Они прекрасно размягчаются и уходят туда. Потом сливать воду гораздо лучше, когда эти мелкие. И есть их тоже приятнее, как-то длинные спагетти. Если надо мелкие, то какие-нибудь рожки там или что-то такое можно взять. Есть их. Зачем спагетти брать? Ну, конечно, они упаковываются лучше. Не знаю, у всех свои причуды. Вот. А поскольку у меня осталось это масло от фритюра, лук, я думаю, крупно порезать кольцами такими, обжарить во фритюре. И с макаронами. А, кстати, еще из пряностей, так сказать, из специй у меня есть курут. Это такой киргизский, там, сухой, соленый творог, что ли, так можно сказать. Разновидность сыра такая. В Киргизии я ел курут. Но он бывает иногда с мыльным привкусом, это не очень хороший курут. А вот этот вот хороший, прям такой, похож на сыр пармезан, твердый. Вот я его тоже добавлял в макароны, тут вот готовил вчера вечером. Очень вкусно. Вот думаю сейчас пожарить лук кольцами, курут этот потереть. Ну, поперчить там, посолить, все как положено. И макарончики-то поесть. Вот, с приемником там воевал. Батарейки уже садятся, мало их, пока выключил. Потому что самый момент интересный приема наступает вечером. Днем в основном ловятся волны 16 метров, 20, там вот такие. А ближе к вечеру начинается на более длинных волнах 41 метр, 60, даже 90 как-то ловил. Хотя, в общем-то, на такую антенну, она метров 5 длиной максимум, на нее даже 40 метров-то когда ловится, это большая удача. Потому что, в общем, оптимальная длина антенны для приема радиоволн это четверть длины волны. То есть для 40-метровой волны это 10 метров. А там на этом приемнике есть 120 метров диапазон. Для него 30 метров надо антенну. Тут деревьев таких нет, 30 метров высотой. Вот почему воздушный шар, как у Попова, надо. Он же как делал антенну? На корабле, по-моему, это дело было. Подняли воздушный шар, аэростат. К нему проволоку приделали. Высоко в небо. И таким образом получилась антенна. Но тут никаких аэростатов у меня нет. Поэтому буду пользоваться тем, что есть. Итак, я уже поднял эту антенну выше над землей. Помню, давно еще, в 18-м году, приезжал я весной, тоже с этим приемником. Там вот стоял дальше, напротив монастыря, километр, ну, туда, откуда я плыл сюда. Тоже на острове, в нескольких километрах отсюда. И там ловилось радио этой самой Северной Кореи, КНДР. Какие бодрые марши. Это просто нечто. Я думаю, вот ведь люди есть, не хватает им, нечего кушать порой бывает. А денежки находятся на то, чтобы марши передавать на средних волнах по всему миру. Вот так вот. Ну вот сегодня, например, поймал радио Румынии на арабском языке. Думаю, каким таким арабам интересно, что там думают в Румынии.
кому это нужно, кто это, зачем делает. Так подумать, арабы, что они слушают румынское радио? У них что, нет других забот? Там в пустыне верблюды, кофе пьют. Что там в Румынии делается? Я думаю, для них абсолютно фиолетово, по барабану. Но, тем не менее, вот существует передача румынского радио на арабском языке. На русском языке есть китайские передачи, корейские, южнокорейские, как-то доводилось ловить на русском языке. А вот российского происхождения на средних волнах передач никаких нет. Вчера поздно вечером удалось поймать на метровых волнах радио «Свобода». Там передавали текущую ситуацию политическую, военную и прочую. Опечалился. Очень опечалился. Ну, не будем об этом, а то еще привлекут по статье какой-нибудь. Страшно стало говорить, страшно. Не дай бог. Плохо было слышно, что там говорили, как, чего, но тем не менее пробивалась какая-то там информация. Религиозные бывают передачи. А тут еще и поймал ФМ местный, Тверской. Но не смог слушать, не могу я слушать это. Постоянно реклама, музло такое, как для пьянок. Не мое. Не годится мне. Я люблю средние волны слушать. Или интернет-радио, например, в Москве я слушаю музыку 80-х, диско, без рекламы, потому что, ну, это невыносимо. Через каждые 5 минут реклама. Реклама. Причем такая убогая, такая габазная. Я вот помню, в Австрии был как-то. Там даже визуальная реклама, ну какого уровня? Произведение искусства. А у нас это подделки каких-то недоучек. Каких-то, ну, в общем, потребитель такой невзыскательный. Но, в общем, слушать эту ересь, мерзость, дешевку я не готов. Поэтому я предпочитаю средние волны, а не FM. Хотя качество приема, несомненно, на FM лучше. Вот буду думать что-то насчет хорошей антенны походной. Какую-то тонкую проволоку гибкую надо искать, легкую, длинную. Ну и способ ее поднять. Вот в данном случае я поднял ее, закинув через ветку камень со шнуром и подтянул туда. Также можно запулить из рогатки, допустим, маленький свинцовый груз высоко-высоко на дерево. И подтянуть, ну, не знаю, метров до 15, наверное, может и выше, антенну при желании. Натянуть там ее. Но это задел на будущее, так же, как титановая тележка. Вот есть титановая лопата, она проявляет себя, ну просто великолепно. Как удобно. И костер, и по сути это туалет, который всегда с тобой. Я уж не хочу вдаваться в подробности, но еще библейские времена, то ли царь Давид, то ли кто-то другой, Соломон, это надо уточнять, он повелел народу своему каждому иметь лопатку, чтобы когда ходят люди по нужде, закапывали там все. Потому что, ну, это антисанитария, когда... Вон я ездил на озеро Запольское. Глухие места, еле проплыл туда по протоке, она едва шире, чем сама лодка. Нашел там стоянку. Видать, люди были не так давно. Соль лежит, газы, баллон пустой валяется, бутылки там какие-то. Уж не знаю, кто это. Вряд ли рыбаки газ брали. Хотя сейчас все возможно. Может, и туристы были, я не знаю. Но прямо на верху водораздела, на вершине холма, кучки и бумага. Я думаю, ну что за народ, ну как можно? Взяли, оставили, набросали бумагу. Среди леса. Грех.
позор и свинство. Вот. Не хотите титановую, возьмите любую другую лопату. Ну, хоть как-то берите за собой. В крайнем случае уж не можете вы раскопать яму, ну хоть не выбрасывайте бумагу там. Она же годами, ну не годами, но долго. Бывает, что она год лежит, снег сойдет, она все лежит. Бросьте его в костер, бумагу. Опять же, если готовите на газу и так далее. Ну какой газ-то, вон дров немерено. Не знаю, не понимаю. Ну, короче говоря, не только лишь для того, чтобы в туалет ходить. Не только для этого лопата. Ну и чтобы манипулировать костром. Очень удобно. Не то, что палкой какой-то там. Ну и чтобы золу вычищать. Опять же, червей добывать. Да мало ли что, где надо разрыть, прорыть канавку какую-нибудь. Допустим, вода течет там под палатку. Взяли, окопали, как в прежние времена туристы делали. Брезентовые палатки окапывали. В общем, всем советую. Имейте с собой лопату. Любую, какую хотите. Ну, титановую желательно, чтобы легкая она была. В данной лопате вот эта рукоятка тяжелее, чем сама лопата. Вот. Видно, да? Где у нее тяжесть? Вот здесь где-то центр тяжести. То есть вот эта вот палка, вот эта вот вся часть весит столько, сколько вот это вот все. И то эта сырая палка уже немного подсохла. 290 грамм вес лопаты. Из титана толщиной 2,3 миллиметра. Именно этим она меня привлекла, что толстый титан. Продаются фирменные какие-то там лопаты из миллиметрового там и прочее, но это не дело. Лопата должна быть мощная, прочная. Ни в коем случае не гнуться. Вот такая вот лопата, она не погнется. В общем, этой лопатой я доволен. Хорошая лопата. В общем, титан – это друг туриста. Титановая кастрюля, титановая печь, титановая лопата – это польза и наслаждение, и удобство во время похода. Конечно, можно ее заострить тут еще больше, заточить. Все можно сделать. Еще и станет серьезным оружием, между прочим, которое не привлекает внимания. Не надо никаких ножей там с собой носить, ничего, топоров. Вот. И все. И ваша безопасность обеспечена. Но не дай бог, конечно, никаких таких случаев, потому что последствия, конечно, очень могут быть тяжелые. Вот вчера, почти 12 ночи, сижу я, тишина. Капюшон надел, шапку там все опустил, почти не слышу ничего. Вдруг какой-то тарахтень, не пойму откуда. Ну, я фонарик выключил, затаился, хотя костер горит. Смотрю, моторка приближается. Я думаю, по мою душу, что ли. Ну, вроде не выходной день, что сейчас алканы всякие и прочие, кто тут могут быть. На темном сером таком фоне силуэт моторки приближается. Я думаю, ну что ж делать? Ну, ладно, как-то договорюсь. У меня вроде не было конфликтов никаких. Ну, может, сейчас обойдется. И вот, приблизилась она метров на 5 к берегу, постояла, потом круг сделала и уехала. Ну, думаю, может, люди хотели... Ну, думали, компания какая стоит, они типа выйдут, там им нальют и так далее. Может, своих искали, я не знаю. Но слава богу, что не высадились и оставили меня в покое. Не люблю я подобные навязчивые компании. Я сюда приехал за тем, чтобы быть в тишине, ни с кем особо не общаться. Хотя и то и дело, тут связь есть мобильная, то и дело приходят какие-то сообщения по работе, другие. Вот. Полностью, чтобы от этого избавиться, вон туда, на озера надо идти. Но там вида нет, там посреди леса сидеть. Солнца нет, заряжать батареи. Ну и главное, вида, небо люблю смотреть. Вечерами особенно, луну. А там этого ничего нет. Но зато, наверное, бы с рыбалкой было лучше. Ну, не знаю. Ладно, пора макароны закладывать. Водичку-то я подсолил.
Фейк макароны. Вот они. Спагетти, макаронные изделия высшего сорта. Ну, где-то вот так. Возьмем макарон. Макарон Рон-Рон. В магазин пошел, ничего там не нашел. Да, был в свое время мистер Малой такой. Сейчас мало кто знает. Буду погибать. Был хит. Эх. Сейчас другие хиты. Вот кипит вода. Вот. Все очень просто делается. Берете и туда их в кастрюлю. Не надо ничего ломать, ковырять. Зачем этим заниматься? Для того есть специальные макароны короткие. Вот. И они варятся 7 минут до состояния аль денте. А сейчас придется мне сходить взять лук. Потому что лук я не взял. Так. А сюда добавим-ка мы сейчас всяких приправ. Добавим сюда один душистый перец. Конечно, он вряд ли даст свою всю прелесть, передаст. Так. Вот. И вот этой шри-ланкийской приправы. На Шри-Ланке сейчас, говорят, тоже несчастье. Какие-то беспорядки. Ой, везде все не весело. Без еды люди остались. А без еды ни туды, ни сюда. О, аромат пошел. Так, еще черного надо положить. Черный-то я забыл, перец. Макароны, они впитывают. Где он там? Тут и пипал есть. Перец. Ну, я пока положу от черного перчика. Вот так. Макароны, они впитывают аромат перца. Вот, пусть варится. Угли поправить там, вот там, пусть горят. За луком пойду схожу. Ну вот, масло разогрелось. Буду лук фритюрить. О, как жир летит. Ну ничего, все сгорит. Жалко, на чайник попадает. Ну ладно, помоем. Вот не подумал. Тут все время надо думать. Чайник-то убрать надо было. Ну да ладно, такая вот судьба. В фритюре все готовится очень быстро. Сейчас будет задача, куда этот фритюр
переложить, само масло перелить. Ну, посмотрим. Луковые кольца. Почти что все. Печь-то раскалилась, вон температура. Главное еще не пережарить его. Лучок. Да вот, все, я считаю, готово. Быстро. Китайцы-то они знают свое дело. Они все в масле готовят. Кладем туда. Какие-то пригарки. Это надо убрать. Горечь будет. Картошки, видимо, остатки. Утром делал в картошку фри когда. Вот они попались. Ладно, не беда. Перемешаем с макароном. Так. Теперь чудеса эквилибристики. Макароны-то мы положим сюда. А масло зальем пока сюда. Вот, потому что нам нужна сковородка. Нет, там все отмоется. Нам нужна сковородка. Вот. Вот он. Самый курут. Курут для походников. Он и придуман кочевниками, в общем. Долго хранится. Высокая питательная ценность.
Вот. Добавляем туда. Так. Ну и мешать надо. Что-то маслица маловато. Добавим-ка мы сюда остатки сливочного масла. Там еще немного есть. Вот всю неделю ел одну пачку масла. Так, и что у нас там еще требуется? А еще нам требуется перец красный. Не будем далеко убирать. Соль. Вот. Ну, можно и соевым соусом чуть-чуть сдобрить. Хуже-то не будет. Ой-ой-ой, прилипать стало. А прилипать не должно. Не должно. Ну, печь раскочегарилась мощно. Ох, аромат идет. О, сласть. Осталось-то немного. Сам последнее дело, что в последнюю очередь добавляется в данном случае. Ну, разные есть мнения. Вот чеснок. Чеснок всему голова. Это все потом очистки все в костре сгорят. Костер, помимо тепла, это великий уничтожитель мусора. Образуются отходы. А пищевые отходы здесь нежелательно, чтобы валялись. Кабаны живут тут. Много кабанов. Придут ночью. А это кабан, это вепрь. Это дело такое. По нужде ночью встанешь, тут вепрь. Ну и что делать? Ничего не поделаешь. Вот, вепрь. Вот и чеснок. Чуть-чуть перемешать надо, и можно есть. Все готово. Чесночком. Чайки там летают. Не слабое блюдо. Ну да. Аромат. Аромат просто восхитительный. Эти макароны с фритюрным луком, с крутом.
красота. Вот что получается. Целая порция макарон. Горяченьких. Буду есть. Да, это хоть и ловилка, но лучше просто вилка. Ой. Вот так. Пластиковые вилки самые простые. Пробуем, что получилось. Может, надо подсолить. Да. Подсолить необходимо немного. Что еще туда добавить, я не знаю. Ух. Тут все есть. Ну вот. А лук-то какой вкусный. Надо мне в фритюре лук и впредь делать. Поперчу. Люблю, когда поострей. Ну, лук очень вкусный. И ароматный. Вот печь. Настоящий ресторан на природе. Спагетти. Ну, печь горит все. Чайник там нагревается. Вот сейчас нормальный по остроте, как я люблю. И соли достаточно. Конечно, майонез никакой сюда не буду добавлять. Да, я представляю, в каком-то ресторане такое блюдо заказать. Не под силу это простым людям. Немножко горелые попадаются от картошки. Ну, ничего страшного. Тоже как специя. Ой, остро. С чесноком. А сейчас холодно. Вон пришлось пуховый жилет поддеть. Градусов 6. Ветер такой холодный. Вот это вкуснота.
Минус только один, что от картошки пригоревшие остались частицы. Ну ладно. В общем, скажу я вам, что блюдо это на редкость вкусно. Крут чувствуется. Да. Вот и все, что было. Даже жир, маслица там вкусная, пропиталась специями. Лепота. Лепота. Можно жить. Что там с чайником? Сейчас закипит. Любители экологии скажу, я не буду мыть масляную сковороду в водах озера. Нет. Я ее сейчас поставлю на печь, она отойдет немного. Потом я соды туда насыплю, соды потру и вылью около костра. Так что экология...
Ну вот, в подтверждение моих слов о соблюдении экологии показываю, как отмывается сковорода. Вот на печи она нагревается, отмокает. Прочное покрытие. Вон титановой ложкой я тер, не отдирается. Это не то, что тефлоновое, это керамическое там покрытие. Много лет уже эта сковорода у меня. Сейчас еще второй чайник закипит. Тут вот чай заварен. Попью чайку и займусь разведением костра. О как! Красота, вечер. Часов 6-7, сколько я еще не смотрел время. Вот импровизированный штатив. Лопаткой делаю ямку, вставляю, ногой притоптал и, пожалуйста, тема на пот. Где хочешь, там и стоит. Конечно, понятно, в Карелии такое сложно сделать, камни одни. Но везде можно как-то изощриться. Вот. Капли жира всплывают. Благородного такого цвета из-за перца. Как на дошираке все равно. А чайничек закипит. Заварю чай, попью. А еще надо в Вершу сейчас поехать посмотреть. Принес черный хлеб. Остатки. Пробовал его. Он уже черствый, неприятный. Для человека несъедобный. Вот еще это надо помыть. Кстати, понял, что надо сито с собой брать. Маленькое ситечко, чтобы масло фильтровать. Раньше брал сито для чая. Ну, потом чай крупнолистовой. Что его фильтровать? Он так спокойно отделяется. А вот для масла надо. Учту. В следующий раз возьму сито для масла. Температура высокая там в печи. Ну вот, на весь обед да чай 2 ветки использовал. Средней толщины. А вот это вот дрова тут лежат. И еще там, в тех вот краях, ольха сухая. Я спилил. Буду делать костер. Но это уже после того, как я съезжу в Вершу, проверю. Поменяю там насадку, приманку эту. И буду делать костер и, наверное, в очередной раз варить компот. Мусор сжигать. Экологию соблюдать. Ну вот, снова мини-щука. Что делать? Нормальных щук не ловится. Только вот такие мелюзга. Придется отпускать. Такую брать нельзя. Это малюсенькая щучка, детеныш. Сейчас буду пытаться снять и пустить. Но вот этот тот воблер попался. Очень он уловистый. Это вот по щуке хорошая снасть. Небольшой такой. Белый, дешевый. 100 рублей, по-моему, стоит на Алиэкспрессе. Очень эффективный воблер. Ставлю его на одно из первых мест. И вот что тут кругом. Вот такая вот красота. Надо снимать щуку. Бьется она там. Что она будет мучиться? Сейчас попробую освободить. Плоскогубцы надо доставать.